привет! Вы на канале Mazes Knitting, и мы продолжаем серию мастер-классов по вязанию без спиц и крючка. В этом видео мы расскажем, как легко и просто связать вот такой брендовый супермодный шарф оригинальным узором. Если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь и ставьте лайк. Для вязания нам понадобится 3 моточка пряжи Alize Puffy More. Это новинка от Alize, разработанная специально для вязания узоров. Из нее получаются невероятно красивые шарфы, шапки, пледы, подушки и кардиганы. Особенностью этой пряжи является то, что изделия получаются двухсторонними. В одном мотке 150 грамм, это составляет 11,5 метров. Номер цвета для шарфа мы взяли 6288. Поскольку пряжа продается по 2 мотка в упаковке, для вязания шарфа нам понадобится 2 упаковки пряжи. На шарф у нас уйдет 3 мотка, а 4-й вы можете использовать для удлинения шарфа или для вязания шапочки, мастер-класс по которой выйдет в нашем следующем видео. В начале вязания достаньте ниточку из мотка и отсчитайте 210 петель на бахрому. На каждую кисточку нам понадобится 5 петель. Всего у нас будет 42 кисточки. После того, как вы отсчитаете петли, обрежьте нить и отложите ее до конца вязания. Теперь берем ниточку из мотка и первые 2 петельки распускаем, чтобы они дальше не распустились сами. Далее распределите петли по цветам. Светлые сверху, темные снизу. Вяжем косичку из белых петель, продеваем 2-ю петельку в 1-ю, 3-ю во 2-ю и так далее. Нам нужно провязать 21 петлю, это и будет ширина нашего узора. 21 петля составляет 25 сантиметров ширины шарфа. Также мы подготовили для вас еще несколько красивых узоров, которые подойдут для вязания такого шарфа. Ссылочки на них мы оставим в описании под этим видео. После того, как косичка будет связана, пересчитаем петельки. У нас должно получиться ровно 21. Теперь аналогично провязываем 21 петлю другого цвета. Когда косички будут связаны, приступаем к вязанию основного узора. За основу мы взяли очень красивый узор брендового шарфа и адаптировали его для нашей пряжи с готовыми петельками. Ссылочку на узор мы оставим в описании под этим видео. Каждая белая клеточка соответствует белой петле, а темная – петле другого цвета. По нашей схеме в первом ряду нам нужно провязать 21 петлю белого цвета. Приступаем к вязанию первого ряда узора. Петельки белого цвета мы будем провязывать за вот эти верхние стеночки белой косички. Разворачиваем рабочую нить и берем только белые петельки. Первая петелька у нас уже есть. Провязывать мы начинаем со 2-й петли. Петли темного цвета остаются у нас внизу не провязанными. Продевая одну петельку за другой, вяжем так до конца ряда. Провязали первый ряд и дальше приступаем ко второму ряду. По рисунку у нас получается: первая петелька у нас будет коричневая, 3 белые, коричневая, 3 белые. И так чередуем до конца второго ряда. Вяжем второй ряд в обратном направлении, слева направо. Разворачиваем рабочую нить и отыскиваем следующую петельку на рабочей нити. Будьте внимательны, петельки у нас идут парные.
Ряд у нас начинается с петельки коричневого цвета. Берем петельку коричневого цвета и провязываем ее в первую петлю второго ряда. Дальше нам нужно провязать 3 белые петли. Внимательно находим следующую петельку на рабочей нити и провязываем только 3 белые петельки. Расправляйте петли, чтобы они не перекручивались, и проверяйте, все провязанные петли должны быть парными. Если на лицевой стороне у нас провязана темная петелька и 3 белых, то на изнаночной стороне рисунок будет обратным: белая и 3 темных. Дальше рисунок повторяется. Находим следующую темную петельку, провязываем нить темного цвета и за ней снова 3 белых. Таким образом мы вяжем до конца второго ряда. Закончили второй ряд и переворачиваем вязание. Сейчас мы будем закрывать петли на изнаночной стороне. Для этого нам нужно петельки нижнего ряда продеть за верхние стеночки косички коричневого цвета. Первую петлю продеваем за стеночку первой косички и затем в эту же петлю продеваем соответствующую ей петлю на ряд выше. Закрыли крайние петельки ряда и теперь таким же образом закрываем следующие. Сначала петельку первого ряда продеваем за верхнюю стеночку косички и затем в нее продеваем петельку на ряд выше. Все петельки должны быть парными, проверяйте. Таким же образом мы закрываем все оставшиеся петли первого и второго ряда. Закрыли последнюю петельку изнаночного ряда, и она у нас должна быть белого цвета. И переворачиваем вязание. Сейчас мы будем вязать третий ряд узора. В процессе вязания вы можете отмечать провязанные ряды карандашиком, чтобы не запутаться. Третий ряд вяжем 2 коричневые белые, 3 коричневые белые. И так чередуем петли. Третий ряд мы начинаем вязать в обратном направлении, справа налево.
Связали третий ряд, переворачиваем вязание и закрываем петли на изнаночной стороне. Продеваем непровязанные петельки верхнего ряда в петельки нижнего. Внимательно находим крайнюю петельку и провязываем все петли с изнаночной стороны. Закончили закрывать петли, переворачиваем вязание и четвертый ряд вяжем по рисунку в обратном направлении. После каждого провязанного ряда закрываем петли на изнаночной стороне. Когда будет провязан 27 ряд, мы снова начинаем вязать первый, пока у нас не закончится моточек. У нас закончился моток и получилось провязать 1,5 узора. Вот здесь у нас закончился 27 ряд. Из первого ряда белых петель узор начал повторяться. В ширину он получился 25 сантиметров, а в длину 52. Чтобы присоединить новый моточек, складываем концы нитей так, чтобы расстояние между петлями сохранилось, а хвостики находились сверху на соседние петельки, и прихватываем их ниточками для шитья. После того, как у вас закончится третий моточек, нам нужно закончить вязание. Для этого мы будем закрывать петли с противоположной стороны от рабочей нити. Для этого крайнюю петельку надеваем сверху на предыдущую, оставшуюся петлю сверху на следующую. И так по очереди закрываем все петли, движемся к рабочей нити. Аналогично закрываем петли с обратной стороны. Вот такой краешек у нас получился. И теперь нам нужно обрезать рабочую нить. Предварительно оставьте одну петельку для хвостика. Оставленные петельки распускаем и получившиеся хвостики продеваем в соответствующие им по цвету петельки. И затем эти хвостики прячем среди ниточек, и можно подшить обычными ниточками для шитья. Для того, чтобы сделать бахрому, разрежьте оставленный отрезок нити на отрезочки по 5 петель. В каждом отрезке распустите петли, это легко сделать, потянув за ниточку. Уберите лишние ниточки и сложите бахрому вдвое. Теперь проденем сложенную вдвое бахрому
за внутренние стеночки косичек по краям шарфа. Края бахромы протяните в получившуюся сложенную петельку и затяните узелок. Продевать бахрому нужно в каждую петельку края шарфа. Удобнее это будет делать с помощью крючка. В итоге мы должны продеть по 21 кисточки с каждой стороны шарфа. Всего их должно получиться 42. Вот такой шарфик у нас получился. Его можно носить как на лицевую, так и на изнаночную сторону. И очень красиво совмещать лицевую и изнаночную стороны вместе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. А также присылайте фото ваших готовых работ по нашим мастер-классам нам в Instagram. Мы обязательно разместим их на нашей страничке. Пишите нам в комментариях, мы с удовольствием вам ответим. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.